Здравствуйте! Сегодня продолжаем серию видео про наждак. И сегодня поговорим о диаметре камней и как этот диаметр камней влияет на работу наждака. Обороты электродвигателя и, как я уже сказал, диаметр камней. Вкручиваем нашу гайку. Это я просто прикрутил, снял корпус, чтобы вам наглядно было видно. Снимаем камень и давайте мы начнем рассчитывать. Измерим его диаметр. Вот. Диаметр камня 170. Обороты электродвигателя 2850 оборотов в минуту. Вот она формула. V равно π умножить на диаметр, умножить на n и деленное на 60. V это окружная скорость камня в метрах в секунду. D это диаметр камня. Надо его переводить в метры, сантиметры. N это обороты электродвигателя. Π 3,14. И вот сейчас мы будем вычислять. Значит, V равно π 3,14 умножить на наш диаметр камня. Диаметр камня 170. Значит, миллиметров 0,17 метра. И умножаем на обороты электродвигателя. 2850. И делим на 60. Это наши 60 секунд. Чтобы узнать, подходит ли диск наш заточной для этих оборотов. И сейчас путем несложных подсчетов мы это все вычислим. 25 метра в секунду. То есть для вот этого нашего камня это вполне нормальная скорость. На большинстве камней пишут вот такую маркировку. На нем тоже это было написано, просто стерлось. Я тут боковой работал, здесь маркировка не сохранилась. На камнях пишут вот такую маркировку. 35 метра в секунду. То есть у нас прям идеально можно работать и работать и работать. Давайте еще вот подпишу я на камне, какой вот он. Зерно у него было 40-е, он был средний СМ1, средний мягкий. Вот как раз для шлифовки, для грубой шлифовки само то. Но это я просто так немножко отошел. Вот и вот. Вполне допустимо. Люди ставят иногда, вот посчитали диаметр, допустим, на 2850 оборотов можно до 220. 220 даже можно ставить, но все равно это уже почти предел. Ну а потом же круг постепенно уменьшается. То есть вы на нем, вот вы ставите его, да? Вы на нем работаете, он все меньше, меньше и меньше. И стали замечать, когда уже кружок-то стал уже небольшой, что-то плохо стал он точить при тех же оборотах. А почему? Ну, потому что уменьшился диаметр, линейная скорость тоже уменьшается. То есть, чем больше круг, тем больше вот она линия, он же вращается. Линия-то больше, если больше диаметр. Если меньше диаметр, то есть вот, ну это я просто так взял, то есть линия-то меньше, точить, конечно, он хуже будет. И люди не понимают, что случилось с камнем. А вот что случилось. Меньше он стал камень просто. Тут ничего даже можно, в принципе, и не считать сильно. Просто математическим расчетом не вдаваться. Просто нужно знать основное правило. Большой камень нужны обороты поменьше. Допустим, 1500. Там уже можно 350 ставить диаметры. На 400 уже, наверное, оборотов 900 уже надо. Или можно чуть больше. То есть 900 оборотов двигателя. А маленькие диаметры камней 2850. Ну, до 200 я бы еще ставил. 220 я бы уже не стал. Обязательно защитный кожух. И можно работать. Обязательно камень, когда вот берете, хотите его поставить на посадочное место, то есть тут 32, ну это я так, 32, тут 32. Вы его обязательно смотрите на трещины, сколы, может быть какой-нибудь скол, чтобы его не разорвало. Можно его даже немножко вот взять молоточек
простучать, чтобы звук был. Глухой звук будет, естественно, трещина, но ее и наглядно будет видно. Когда ставите круг, новый круг, старый-то уже у вас испытан, ставите новый круг, затягивайте все, дайте ему поработать минут 10, включите наждак, даже 15, и пусть в холостую он походит, камень. Посмотрите, что с ним будет. Может, сейчас не знаю, круги испытывают, не испытывают, но на всякий случай для техники безопасности пусть минут 15 поработает. Если все нормально, можете работать. То есть это вот вам мой совет. Но чтобы посадка, здесь же вот металл, чтобы посадка, вот здесь же камень, она же постоянно, когда вы одеваете, она трется. Камень вот здесь можно клеем пройти. Клеить камень. Да любым клеем, хоть моментом, хоть там немножко там эпоксидкой, чтобы вот эта шершавость ушла и был клей. Чтобы посадочное место вы не стирали. Потому что все равно там буквально там даже не десятки, сотки миллиметров будет биение круга. Это все, чтобы посадочное место не испортить. Проклеиваете. Когда его камень крепите. То есть еще немаловажный фактор. Вот у вас камень 220, допустим. 200 на 3000 оборотов. Видите, вот такие шайбы. Оденьте одну шайбу. Обязательно прокладочку. Вот такую мягенькую. Но у меня вот толстая, но ничего. Это чтобы зажимало, чтобы железо на камень не давило. И лучше зажмет камень. Вторую прокладочку, бумажку, проставочку. И затягивайте. Все вот таким образом. То есть проставочка у меня вот не вошла, но я подберу. Это я просто на видео показываю. Чтобы камень зажимало плотней. Смотрим также, когда работаете. Вот подручник. Меньше миллиметра, наверное, и не надо между камнем и подручником. Больше 2 тоже уже, наверное, предельно миллиметра 3. Больше 3 уже и не надо. Меньше 1 тоже. Зазор, то есть может затянуть что-нибудь. Начнете какой-нибудь инструмент там точить или еще что-нибудь, может затянуть. Обязательно защитный кожух. Ну, защитный кожух бы я одел, вам не видно бы было, как я вот это все снимал. Устойчивое, во-первых, положение всей вот этой конструкции. Обязательно. Смотрите. Ну и камень на биение надо глядеть. Вот немножко эллипсит, надо выправлять его. Либо алмазным карандашом. Но если уж камень большой, то и шарошкой. Можно шарошкой, потом алмазным карандашом. Мы сделаем в следующем видео. Все вот это про шарошки, как убрать эллипсность камня. Это все будет в дальнейшем. Вот еще хочу добавить вот про заточную чашку. Принцип примерно тот же самый. Работать здесь вот торцом круга, здесь вот этой вот частью. Ну, что на ней делать? Там заточка резцов, подравнивание поверхностей, какая-то шлифовка. Смотрим на наличие сколов, трещин. Вот смотрите, вот он, видите, скол. Вот я бы уже вот это бы не рекомендовал. Может, здесь вот уже есть опасность разлета. Вот эту чашку уже практически в брак. Опасно. И вот. Ну, то вот еще ладно. Вот это вот. Все, уже не рекомендуется. Можете даже вот здесь вот прикоснуться, здесь задраться и что-нибудь отлететь. И может разрушиться просто диск и произойти серьезная травма. Поэтому вот это ставить нельзя. Вот я хотел показать. Это я ударил. Они у меня кучей лежали. И хранить их тоже нужно желательно. Не просто куча в кучу или там как вот в мешке, знаете, как это, гвозди. Их нужно аккуратненько. Какая-нибудь там прокладочка, камешек, чтобы аккуратно. Не просто вот так вот, а вот, чтобы вот этого дела не было в дальнейшем, чтобы оно не возникали проблемы. Вот на этой чашке уже можно работать. Вот она, видите, без сколов, без трещин. Вот здесь вот работать на ней не рекомендуется. Здесь вот работать нельзя. Но это вот диск мне достался, он старый, я его где-то... Я на нем не работал. Вот здесь практически не рекомендуется, потому что она истончается и опять риск разрушения. Вот это, ну, наверное, тоже ставить нежелательно, потому что работали вот здесь. Здесь только вот. Уже техника безопасности, она вот как раз на травматизме-то и
написано вся. Какие травмы были и что делать нельзя. Вот эта чашка, вот я как сказал, можно работать. Я тут-то посмотрел, тоже не рекомендуется для работы. То есть выбраковка. Вот, то есть визуальный осмотр обязательно. Проклеивать здесь то же самое нужно. То же самое прокладочки, чтобы мягенькая, допустим, бумажка или картоночка какая-нибудь, чтобы хорошо зажимала, чтобы она не проворачивалась. И проклеивать просадочное, вот здесь посадочное место клеем обязательно пройти, чтобы вот здесь посадочное место нам не портить. Чтобы потом ни чашка, ни вот этот вот заточной наждачный круг не было дисбаланса. Вот что я хотел еще сказать вам. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал. Серию про наждак мы продолжим. До свидания.